Произведение называется «Сборные Армении и Грузии гуляют по Еревану», но, как понимаете, есть нюанс. Ողջույն բարեկամներ, вы на канале в бутсах, меня зовут Гарик Акопян, а не, например, Гарико Акопашвили, поэтому настроение сегодняшнего обзора будет опустошенно-ироничным. Я буду использовать в том числе материалы ребят с канала Уриш Футбол, ссылки на них будут и на экране, и в описании, подписывайтесь и на них тоже. Равнодушие и самообман. Наверное, я бы выделил эти две причины как основные, приведшие нас туда, где мы сегодня оказались. Лично мне в этой точке совсем не нравится, поэтому я сделал свой шаг, сев записывать этот обзор, и вы можете сделать свой, поставив лайк этому видео. Интервью не дают. Ты видишь, что здесь все за Грузию? Я ни одного армянского флага не видел, ни одной армянской футболки. Вполне естественно, что ни одного армянского флага, мы в центре Еревана, нам нечего доказывать, мы как бы внутри себя к этому готовы. Ну а все покажем на стадионе. Я как объективный человек со стороны, непредвзятый, могу сказать, что все указывает на то, что Армения выиграет 5-0 в этой игре. Спасибо. Начало игры получилось слишком осторожным с обеих сторон. Грузины хищно присматривались, а нашим нужно было пропустить удар, чтобы проснуться. Неплохой подход в исполнении Тикнезяна и Мироняна, но слишком внезапно прерывается. Грузинский ответ не выглядел опасным, но каким-то образом дошел до удара. Жора заблокировал. Когда у игроков нет уверенности в себе, веры и четкого понимания, за счет каких автоматизмов они будут угрожать сопернику, даже талантливые розыгрыши превращаются в сумбур. Чакветадзе просто шикарный матч провел, здесь он обкрадывает Иву, добегает до нашей штрафной, но не успевает пробить. Контакт, кстати, был до штрафной площади, поэтому ВАР не мог вмешаться. А так ситуация неприятная, Иву потерял контроль, сыграл на инстинкте, и в этот раз просто повезло. Тикнезян с Манвеляном показывают чудеса сыгранности и наталкивают на довольно раздражающую меня мысль. У нас ведь есть игроки, между которыми налажены игровые связи. Есть полное ощущение, что на это просто никто не смотрит. С другой стороны, думаешь, откуда Джону Ван Цхипу знать, у кого там с кем какие связи и кто с кем раньше играл. Человек только пришел, и понятно, что ответственность это не его. Опасная атака Грузии, удар Чакветадзе с острого угла, браво, Чанчаревич. Это первый серьезный звоночек. Дальше пролетающий мяч вдоль нашей штрафной и вратарской стал обыденностью. Очень хорошие ноги у Савикяна, и знаете, в этой игре его хочется скорее хвалить. Но даже этот эффектный дриблинг выглядит безнадежно, просто потому что его не к чему приложить. 32-я минута. Арутюнян вбрасывает аут на Дашяна, Артак немного неуклюже сыграл, Кочарашвили тут как тут. Вы видите, это уже система. Здорово обыгрался на скорости Скитаишвили и забил. Чанчаревич в ярости накричал на Арутюняна, хотя вряд ли основная проблема в этом эпизоде именно во вброшенном ауте. Возможно, просто на Артака просто так не накричишь, поэтому досталось младшему. Попади Савикян чуть ближе к девятке, и это был бы шикарный ответ. Хороший удар, но Мамардашвили таким не пробьешь. Мало того, что со статусом КВО не срослось из-за сейва Георгия, так он еще и сразу после этого выдал ассист. Этот офсайд был бы километровым, если бы не Горман Вилян на пешей прогулке. Микаутадзе хитер и точен. 2-0. Грузия продолжила атаковать, но здесь уже Ароян напоминает, что у всего есть границы, даже у необязательности армянской обороны.
Прямо перед перерывом Парсигян заработал штрафной, сам же исполнил, получилось опасно, но на счет повлиять не удалось. Перерыв. Ну что, друзья, первая часть моего прогноза сбылась. Мы пропустили 2, осталось теперь забить 3. Хорошего, конечно, мало, радоваться особо нечему, но и не особо грустно, потому что все как-то очень закономерно выглядит. Встретились 2 команды, одна уверена в себе и просто делает свою работу, делает ее довольно уверенно, при том, что не показывает ничего сверх того, чего можно было ожидать. И вторая команда абсолютно флегматична, людей, которые, в принципе, мало к чему стремятся. За весь первый тайм был 1 подкат, такой полноценный от Аруяна. И был еще подкат от Иву, но его отдельная история. Дважды обрезался и дважды пришлось самому исправлять свою ошибку собственную. В перерыве Ван Цхип сделал 2 замены, Бичахчан и Удо вышли вместо Манвеляна и Дашьяна. Вот что-что, а замены были вполне уместные, и что важно, голландец делал их вполне себе своевременно. Тем не менее, единственное, в чем наша сборная доминировала, это зарабатывание угловых. Но наша проблема со стандартами дошла до такого уровня, что 7 заработанных угловых конвертируются в гол в собственные ворота. Получается, Грузия опаснее даже с угловых у своих ворот. Ну, 3-0 это уже финиш, баста, занавес, отбой, гейм овер, шах и мат, конец банкета. Нет, конечно, подходы еще были и угловые тоже, только безнадега уже окончательно переросла в безразличие, и сделать с этим ничего не было возможно. Справедливо рассерженные болельщики скандировали «Гераци, Гераци», что переводится как «Уходи». Стоит ли уточнять, кому были эти обращения? У нас есть, кстати, эксклюзивные кадры с ответом человека, к которому обращались болельщики. Спасибо, я сказал все, можете кричать «Уходи». На сегодня все. Получили то, что заслужили, имеем то, что имеем. Вот настроение вокруг. Сегодня все, друзья. Спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь на Уриш Футбол. Без их материалов этот ролик выглядел бы совсем иначе. Подписывайтесь на Бутсах, на Ютубе и в Телеграме. Скоро новые видео. Болейте за своих и оставайтесь в Бутсах. До встречи. Հարազատին փողոցներ, ընկերներ անցյալի մորերի, դուք ինչու եք ինձ թողել, միայն ակես օտարապներին